Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. В воскресенье у меня были технические проблемы, и видео я записать не смог. Записываю сегодня с утра. Надеюсь, в принципе, все нормально. Тем более сегодня день достаточно спокойный, скорее всего, будет на рынке, уважаемые друзья. Уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете торговые сигналы, торговые идеи по волнам Эллиотта, ежедневные прогнозы с учетом данных отчетов Чикагской товарной биржи, также чат, обучение. Приходите, никогда об этом не пожалеете. А сегодня, как всегда, рассмотрим вероятное движение трех торговых инструментов, два мастодонта наших. Это евро и золото, и бонусом будет фунт. Ну что ж, поехали с евро, уважаемые коллеги. Здесь, в принципе, все достаточно просто, профессионалы. Просто и сложно одновременно. Профессионалы из Чикаго конкретно нам указывают с вами целевые уровни, а именно наверху у нас уровни скопления опционных контрактов кол на сумму 1,5 миллиарда долларов и 1 231 000 000 долларов, а внизу у нас уровни скопления опционных контрактов put на сумму 705 миллионов и 652 миллиона долларов. И исходя из этих уровней и будем строить сегодняшний прогноз. Сразу оговорюсь, что стратегический целевой уровень, именно целевой уровень по евро, это 1.2200. Он находится там наверху, и здесь, на этом уровне, в данный момент, прям очень живых опционных контрактов call как бы нет, но до этого были огромные скопления опционных контрактов call, а как я очень люблю говорить, Север помнит из одного очень интересного сериала, ну а собственно, что касается рынка, рынок помнит. Итак, друзья, на самом деле то, что я сейчас расскажу, немного не укладывается в то, о чем говорят некоторые наши коллеги. А некоторые наши коллеги говорят о том, что у нас начинается рост через начальный диагональный треугольник, значит, волны 1, 2, 3, 4, 5, еще как бы четвертая волна якобы не образовалась, потом пятая, потом коррекции, продолжение роста, и казалось бы, все очень красиво, но, увы, есть проблема. Проблема это в том, давайте посмотрим вместе, есть ли она на самом деле. Может быть, я ее придумываю. Так, ага. Да, собственно, посмотрите, пожалуйста, натягиваем расширение Фибоначчи по трем точкам, и оказывается, третья волна выходит за пределы 100% расширения Фибоначчи. Да, возможно, это у моего брокера какой-то глюк, и буквально, если посмотреть другого брокера, цена будет пониже. Если цена будет пониже, то теория с начальным диагональным треугольником без проблем работает. В данный момент у меня, у моего брокера, не работает эта теория. Однако, если у нас образуется начальный диагональный треугольник, то мы уж как-нибудь с вами определим его, что это у нас он образовался. И после очевиднейшей коррекции, уж как-нибудь импульс коррекции, мы поймем, что можно выставлять отложенные ордера на покупку. То есть вот такая концепция имеет право на существование, но не у моего брокера, видимо. Однако я сейчас расскажу про два других варианта. Второй вариант мне наиболее симпатичен, но первый вариант, разумеется, отбрасывать нельзя. И первый вариант это, конечно же, симметричный треугольник с волнами А, Б, С, Д, так, Д и Е.
И, друзья, здесь не хватает волны Е для того, чтобы зарядиться и уже стрельнуть вверх в направлении уровней, как я уже говорил, крупных скоплений опционных контрактов в call, потому что 1,5 миллиарда долларов – это крупное скопление для евро. Но уровень 1.20 у нас целевой стратегический, в направлении которого мы будем работать. Однако есть вариант номер два, который мне очень симпатичен. Это усложнение, вероятное усложнение коррекции. И в конце концов, вероятно, у нас может даже получиться расширяющийся треугольник. А как мы будем усложнять коррекцию? А вот как, друзья. А, Б, С волны W, потом треугольник в волне X, А, Б, С, Д, Е, волна X и еще один зигзаг в волне Y. Таким образом, мы сможем отработать скопление опционных контрактов в put на сумму 705 миллионов и 652 миллиона, и вот из этого диапазона прекрасные покупки могут быть. А образуется у нас здесь в таком случае, начнет образовываться именно расширенный треугольник А, Б, С, Д, Е и дальше рост в космос, в небеса. И я объясню, почему мне этот вариант нравится, когда мы сейчас прыгнем на фунт, после золота прыгнем на фунт, и я объясню, почему такой вариант все-таки я здесь оставляю ему место. То есть у нас 50 на 50. Но, а вот сейчас внимание, что первый вариант, что второй подразумевает снижение как минимум на пунктов 120-130. Конечно же, я не призываю продавать. Я призываю исключительно рассматривать покупки, потому что у нас тренд восходящий, а в данный момент мы находимся в коррекционной формации. Коррекции торговать не нужно пробовать, если очень ручки не чешутся, конечно. Поэтому я призываю рассматривать исключительно покупки в направлении стратегического уровня 1.20. Но если у кого-то чешутся ручки 120-130 пунктов, я думаю, здесь вы можете вполне себе забрать. Только очень внимательно смотрите, наблюдайте за образованием, вероятным образованием начального диагонального треугольника. И если вот здесь вы увидите коррекцию и импульс вверх, сразу выскакивайте из своих продаж, если вы в них будете заходить. Золото. Друзья, здесь два варианта, и в золото вообще не советую лезть, потому что, ну, тут проще монетку подбросить. Возьмите монетку, подбросьте, орел и решка, такой же шанс, что я вам сейчас расскажу. Или не расскажу, собственно. Есть два варианта развития событий. Первый вариант – это рост. Так как у нас закончилась коррекция, собственно, зигзагом АБЦ, и рост у нас начинается с формирования начального диагонального треугольника. Первая волна, вторая, третья, ну, четвертая образовалась, не образовалась, непонятно. Пятая волна, после чего у нас коррекция, и можно рассматривать покупки. Красиво? Да, конечно, красиво. Но только есть второй вариант, что у нас еще зигзаг – это не АБЦ, а тут уже W. Потом здесь какая-то сумасшедшая коррекция сейчас образуется X и продолжение снижения в зигзаге волны Y. К сожалению, я не могу сейчас сказать, что думают профессионалы на Чикаго с точки зрения фьючерсного рынка, фьючерсных контрактов, потому что отчеты по фьючерсному рынку Чикаго мы получали от комиссии по торговле товарными фьючерсами. Но после того, как в Америке случился шатдаун, комиссия до сих пор не может полностью войти в максимальный режим работы. А они пропустили несколько недель отчетов, и сейчас они все эти несколько недель пересчитывают.
И я думаю, что они будут еще пересчитывать весь декабрь и, может быть, даже до середины января. И вот в январе у нас снова будут появляться отчеты комиссии по торговле товарными фьючерсами, и мы уже будем видеть, что делают профессионалы не только на опционном рынке, но и на фьючерсном, а именно увеличиваются или уменьшаются покупатели или продавцы, и в каких процентных соотношениях. И таким образом мы смогли бы, вот, например, сегодня, если бы я видел, что на фьючерсном рынке у нас тренд-то по-любому восходящий, значит, у нас преобладание покупателей. Но если бы отчеты комиссии по торговле товарными фьючерсами указали на уменьшение покупателей на определенный процент, я бы тогда чуть с большей уверенностью говорил бы про начало продаж. Но так как этих данных у нас нету из-за шатдауна, то, друзья, два варианта, абсолютно два равноценных варианта. И что самое главное, на опционном рынке профессионалы, опять же таки, тоже не лезут в золото. Вот они выставили сильнейший уровень сопротивления, а вот у нас диапазон, прошу прощения, а вот у нас сильнейший диапазон поддержки. Ну, нормально, да? Цена почти посередине. Ну, вот что делать? Я подозреваю, что профессионалы считают, что если цена вырастет, они будут немного ее продавать. Если она упадет, они будут ее пробовать покупать. Но в данный момент, как вы видите, они ничего не делают. Поэтому по золоту две рекомендации в разные стороны. Подбрасывайте монетку, потому что, да, и не верьте тем аналитикам, которые утверждают, что они точно, вот наверняка знают, что по золоту произойдет. Но никто не знает, что произойдет. Вот, например, сегодня утром я прочитал две новости. Одна из новостей, что очередные две страны начали друг в друга стрелять. Не буду сейчас произносить их названия. Зато вторые две страны назову. Зато сегодня Министерство иностранных дел Китая уверенно прямо сказала о том, что Япония является прямой угрозой для безопасности Китая. Отлично. Нам не хватало еще Китай с Японией, чтобы начали... Сами понимаете, что они там могли бы начать. Будем надеяться, что этого не произойдет. С другой стороны, если что-то с Китаем плохое происходит, то это моментально отражается на рынке нефти. Нефть начинает падать в цене. Если нефть у нас начинает падать в цене, американский доллар начинает расти против канадского доллара. Собственно, здесь можно сразу цепляться за очень-очень многое. Вот. Будем надеяться, что, конечно же, ничего плохого там не случится. Ну, а теперь фунт. И вот здесь очень интересный момент. Абсолютно вот практически... Ну, я не знаю, вот я не видел еще ни одного человека, который продавал бы фунт. Я фунт стараюсь продавать. Сейчас объясню почему. Во-первых, разумеется, ни одного нормального, скажем так, человека нету, который будет продавать фунт, потому что, в принципе, всем прекрасно видно, что фунт закончил свою коррекцию. Собственно, вот у нас зигзаг, а потом связка и начало падения с начального диагонального треугольника, связка и импульс. Ну, собственно, зигзаг, зигзаг. Все, вопрос закрыт, у нас начался рост. А вот тут вопрос очень важный. А с чего это у нас рост начался? Давайте посмотрим. Да что ж происходит-то такое? Секундочку. Ага, вот. Казалось бы, что элементарно здесь можно взять и сделать начальный диагональный треугольник с пятой волной, которая вышла за пределы треугольника, но если она меньше, чем третья, а она меньше, чем третья, то все правила здесь работают. Четвертая волна меньше второй, пятая меньше третьей, но есть проблема. А проблема заключается в том, что первая волна, что это у нас тут, 203, а третья 240 или 230. В общем, третья волна самая большая. Казалось бы, кто-то мне сейчас скажет, прекрасно, если третья волна самая большая, то классический импульс. А вот нифига, друзья, потому что вот эта волна поглощает максимум потенциальной первой волны.
Следовательно, если у нас есть поглощение потенциальной четвертой волной максимума первой волны, то только диагональный треугольник. А диагонального треугольника здесь не может быть ни классического, ни расширенного, потому что третья волна больше, чем первая, значит расширенный треугольник, а расширенный быть не может, потому что четвертая меньше второй. Огромный вопрос. Так как, с чего это у нас тут рост начался? А теперь давайте посмотрим по поводу падения, друзья. На самом деле, я сегодня утром зашел на сайт Чикаго и хотел посмотреть объем максимального открытого интереса по колл-опционным контрактам. Вы знаете, что колл-опционные контракты – это уровень сопротивления. Они находятся наверху. Вот это уровень сопротивления. Но профессионалы на росте торгового инструмента переписывают ожидания вниз. Вопрос, что происходит? Почему ожидания переписываются вниз? И самое главное, что на прошлой неделе еще такой неплохой рост произошел, а профессионалы не переписали свои ожидания обратно вверх. Я сегодня зашел на Чикаго посмотреть объемы, и оказалось, что объемы по колл-опционным контрактам в несколько раз превышают объемы по пут-опционным контрактам. Максимальный открытый интерес по пут-опционным контрактам. Это говорит о том, что профессионалы с очень большой вероятностью рассчитывают на это падение. Ну хорошо, сколько у нас здесь пунктов? Ну, 250 можно, в принципе, взять. В принципе, можно взять. Но еще более интересный момент нас ожидает с вами по месячным опционным контрактам. А именно, когда цена падает, что делают профессионалы в основном? Например, вот уровень сопротивления, который является максимальным открытым интересом по колл-опционным контрактам, они переписывают вниз. Все правильно. Уровень сопротивления ползет вниз, уровень поддержки тоже ползет вниз. Дальше происходит рост торгового инструмента. Уровень поддержки при росте начинает ползти вверх. Профессионалы поджимают цену, но посмотрите внимательно. На росте торгового инструмента профессионалы переписывают уровень сопротивления вниз, и цена его пробивает. Цена пробивает уровень сопротивления, и что делают профессионалы? Они снова переписывают вниз. Вопрос, ребят, вы что творите? У вас цена растет, а вы уже 2 раза переписали свои ожидания вниз. Это очень большой вопрос. Более того, посмотрите, пожалуйста, куда переписали профессионалы максимально открытый интерес по пут-опционным контрактам. На росте цены они переписывают их раз вниз, 2 вниз. И здесь у нас 578 миллионов американских долларов опционных контрактов put. Я не утверждаю, что цена долетит до этого уровня, хотя очень было бы красиво, это было бы замечательно, потому что если бы фунт пролетел вниз в течение, скажем, 2-3 недель, так, что у меня случилось? В течение 2-3 недель 600 пунктов, то я уверен, что фунт затащил бы евро. Вот таким вот образом, вот этим зигзагом затащил бы вниз. А евро здесь лететь 300 пунктов, 300-350. Фунт 600, евро 300-350. Красиво. Но, скорее всего, это, конечно, на грани фантастики. Мы рассматриваем пока еще уровень 1.3150. Это по месячным опционным контрактам, и по недельным 1.3070. Вот эти 2 целевых уровня по фунту нас наиболее интересуют. Почему я хватаюсь за фунт, за его продажи, хотя все пишут, что надо покупать? У нас такая же ситуация, один в один, буквально недавно была вот по данному торговому инструменту. Канадец наш драгоценный. Что происходит? Рынок растет. Отлично, уровень сопротивления растет за рынком, но
Максимально открытый интерес по колл-опционным контрактам должен находиться сверху, а не снизу цены. Он все находится внизу. Причем вы видите, что цена этот уровень тестирует. Раз, тестирует два, а потом посмотрите, пожалуйста, цена растет, еще падение не началось. И профессионалы переписывают резко свои ожидания вниз. И я тогда еще месяц назад говорил: о, кстати, вы можете посмотреть видео, у нас канадец был месяц назад, и я вот этот момент раскрывал, что при росте торгового инструмента максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, которые являются уровнем сопротивления, был переписан не вверх, как положено, а вниз. И это говорит о том, что профессионалы ожидают чего-то интересного. Более того, посмотрите, пожалуйста, цена упала на импульсе, потом скорректировалась. И после того, как цена скорректировалась, падение еще не началось. Профессионалы еще раз переписали уровень сопротивления еще раз вниз. Но это уже меня извините, пожалуйста. И после этого понеслась волна номер 3. Сейчас мы по канадцу получаем 1, 2, 3, собственно. Да, ожидаем 4, 5, потом коррекцию, можно будет еще раз продавать. Так вот, друзья, посмотрите, пожалуйста, при росте торгового инструмента профессионалы переписывают максимально открытый интерес по колл-опционным контрактам вниз 2 раза. Цена улетает вниз. В данный момент по фунту мы видим то же самое. То же самое. Рост торгового инструмента 1 раз переписали, рост торгового инструмента 2 раз переписали. Вот такие вот дела, поэтому я схватился за фунт, я его в данный момент буду продавать, чего, собственно, и советую, опять же таки, возможно, я не прав, это финансовый рынок, мы работаем в теории хаоса, мы работаем с вами с вероятностями, и любой человек, который утверждает, что он наверняка знает, что произойдет, но это какой-то волшебник, которого возит мультимиллионер на машине, которая стоит миллиард, например, ну, примерно так. И он владелец Луны. Я себе так этих людей представляю. Если вдруг произойдет все, о чем я говорил, и нечаянно фунт все-таки вознамерится упасть на 600 пунктов, будьте уверены, что евро он затащит на 300-350 вниз, и вот после этого мы будем покупать не фунт, а уже евро. И, кстати говоря, у евро с франком очень тоже интересная корреляция. Но о франке сегодня я рассказывать не буду. Я и так уже показал канадца. Вот, друзья, собственно, приходите в комьюнити Forex Times. Будете знать вот такие тонкости. Будете их видеть в чате всегда, в чате комьюнити. Сможете мне задавать вопросы. Мы с вами вместе будем обсуждать, какие торговые инструменты проще всего или лучше всего торговать в ближайшую неделю, а то и 2. Ждем вновь публикацию, когда она начнется, данных комиссии по торговле товарными фьючерсами по фьючерсному рынку Чикагской товарной биржи, потому что я уже аж соскучился. Мне очень интересно в данный момент именно евро посмотреть, евро и золото. Что именно творится на фьючерсном рынке, потому что отчетов у нас по-прежнему нету. Вот, и традиционно уже в конце приглашаю вас в комьюнити Forex Times. Приходите, столько интересных продуктов, а главное продуктов, которые вам помогут зарабатывать денежку, вы не найдете нигде. Напишите мне в личку, приходите в комьюнити. Всем классного дня и всем пока-пока.